Всем привет! Моя система ведения заметок максимально простая. Молоток и гвоздь. Бери и забывай. Только в моем случае ручка и бумажка. Бери и записывай. Бумага является для меня, наверное, самым важным этапом дистилляции идей. В ней прекрасно все. Она позволяет замедлиться, она позволяет сформулировать мысль не на ходу. Она в первую очередь требует, бумага в первую очередь требует покоя ума. Но, несмотря на все преимущества использования бумаги для формулирования мысли, в ней есть достаточно большой недостаток. Отсутствует полнотекстовый поиск. Я не могу организовать заметки и фрагменты мыслей, перемещая по бумаге их, потому что они написаны единожды. Что написано пером, то не вырубишь топором. Тем не менее, я переношу эти заметки в свой обсидиан цифровой. И случается необходимость посмотреть из обсидиана, где, в каком блокноте я делал запись, потому что не полностью все переносится. И в обратную сторону бывает, когда я просматриваю свои старые блокноты, мне интересно понять, а где эта мысль в моем цифровом хранилище. Чтобы решить проблему спаривания аналогового и цифрового, я придумал очень простую механику, которая буквально строится на небольшом количестве автоматически сгенерированных циферок. И вот эту механику я сегодня покажу. Перед тем, как устроена моя система спаривания аналогового и цифрового, я бы хотел рассказать немножко про то, в целом, как устроена инфраструктура моих заметок. Это не совсем будет пайплайном, это будет больше рассказ о 4 инструментах, из которых состоит вся моя система заметкоделания, заметковедения. Первое — это, естественно, блокнотик, ручечка, несколько ручечек. Потом у меня идет обсидиан, куда все содержимое из моего блокнотика переносится в обсидиан. Следующий этап — это Zotero, где я храню все свои источники, которых когда-либо и в каком-либо виде касался, мои комментарии относительно того, что я хочу прочитать, и вообще все списки чтения. И последний, самый финальный этап — это мой цифровой сад. И все 4 элемента друг с другом тесно переплетены. Для начала я читаю, аннотирую текст, выделяю фрагменты, переношу все это дело, экспортирую все это дело внутрь своего обсидиана из Zotero. Дальше я картирую, делаю некий образ мысли, и после этого я беру ручку и медленно и методично начинаю описывать то, что я, собственно, о чем, собственно, я подумал. И делаю это в большой блокнот. В целом, у меня 2 блокнота, в которых, в принципе, настроена одна и та же механика. Однако этот блокнот у меня расходуется раз в полгода, может быть, раз в год. Хотя вот это я начал 6 февраля, сейчас у нас июнь, уже исписано 70 страниц из 160. То есть я предполагаю, что к сентябрю месяцу он у меня закончится. Беру ручку, смотрю на карту, которая у меня получилась, и начинаю медленно и методично описывать. Получается вот такая вот достаточно плотный материал, в котором можно найти мои комментарии какие-то, и какие-то мои сомнения и вопросы в первую очередь. Дальше, после того, как бумажка-то родилась, я даю этой бумаге отлежаться сколько-то. Возможно, день-два, может быть, 3 дня. Иногда самые сложные идеи, которым мне тяжело возвращаться, они могут лежать неделю, может быть, 2 недели. Но всегда рано или поздно я возвращаюсь к этой бумаге, беру маркер и читаю, как если бы это написал не я. Выделяю ключевые слова. Обычно в категорию ключевых слов входят существительные глаголы, иногда обстоятельства времени, иногда обстоятельства места и иногда какие-то описательные прилагательные, которые мне кажутся важными. Почему? По какой-то причине. После того, как у меня получилось, я разметил свой текст, я ставлю это на треногу и открываю свой обсидиан, создаю заметку и начинаю писать. Вот здесь включается первая механика спаривания цифры и аналога. Каждый раз, когда я создаю новую заметку, этой заметке присваивается айдишник. Так как у меня обсидиан, это делается легко, простой командой, и этот айдишник содержит в себе
Первые 4 цифры – это год, последующие 2 цифры – это месяц, следующие 2 цифры – это дата. Следующие 2 цифры – это час, следующие 2 цифры – это минута. Все. Этого более чем достаточно, чтобы получить уникальный ID-номер, который я ручкой переписываю вот сюда вот, в этот блокнотик. Здесь появляется красной ручкой номер айдишника, и когда мне необходимо перенести эту мысль, посмотреть, вернее, когда мне необходимо посмотреть эту мысль снова в своем обсидиане, то я открываю блокнот, вижу номер, мне достаточно вбить его в поиск, чтобы найти ту самую заметку, которая числится за этим айдишником в моем блокноте. Точно такая же история идет в обратную сторону. Когда я в обсидиане заканчиваю писать, работать с заметкой, заканчиваю формулировать ее целиком и полностью, я указываю номер страницы и номер блокнота, в котором содержится запись, из которой родилась эта заметка. Номер, дата есть, у каждого блокнота есть дата, и у каждого блокнота есть номер, который как раз-таки и отвечает за классификацию. Все. Это позволяет мне быстренько подружить и цифровую запись, и аналоговую запись друг с другом, и у меня не возникает никакого трения. Прелесть блокнота в том, что мне не нужно никакого особого места. Мне не нужно какого-то ритуала. Достаточно взять ручку, бумажку, открыть блокнот, и начать выписывать туда свои мысли. Тем не менее, этот блокнот, он, скажем так, достаточно емкий, и здесь формулирую я мысли, которые связаны непосредственно с моей такой большой работой. Это может быть подготовка к написанию эссе, подготовка большой емкой заметки. Это в целом мыслительный процесс, который запускает какое-то имеет под собой творческую основу, необходимую для того, чтобы хорошая заметка родилась. Поэтому здесь все не очень быстро. Раз в полгода, может быть, в год, может, в 9 месяцев заканчивается этот блокнот. Есть другой блокнот, вот такой вот. Он карманный, он не более чем телефон размером. Здесь я записываю все, что происходит со мной в течение дня. Есть небольшой лайфхак. Я записываю не вот таким вот образом, а вот таким вот образом, вертикально. Потому что вертикально – это ровно страничка опять того самого блокнота, который я пользуюсь для постоянных записей. Очень удобная ориентация этого блокнота. И сюда попадают мысли, которые посещают меня в течение дня, и события, которые происходят со мной в течение дня. Это второй блокнотик. Здесь, в принципе, точно так же айдишники проставляются, если есть необходимость перенести из этого блокнота заметку в свое хранилище. В течение дня могут посетить что угодно. Но и это не финальный этап работы с моими идеями. После того, как у меня идеи из блокнота подружились с идеями, которые у меня формализованы и уже окончательно находятся в хранилище в обсидиане, я эти идеи со временем использую для того, чтобы опубликовать что-то в свой цифровой сад. И цифровой сад является финальной частью этого, назовем это, пайплайна, этого процесса обработки идеи. Я прочитал что-то, я проаннотировал книгу, я экспортировал это в Obsidian. В Obsidian я использую хайлайтер, поработал с ключевыми словами. После этого я откартировал это дело, взял блокнот, ручку, посмотрел на карту и написал те мысли, которые у меня посетили. После этого я дал бумажке отдохнуть день, два, три, иногда неделю, две, в зависимости от сложности идеи. Вернулся к Obsidian, открыл свою бумажку, блокнотик, взял хайлайтер, прочитал, как если бы писал не я, выделил ключевые слова, положил перед собой и начал переносить это дело все в цифровое хранилище, присвоив заметки уникальный айдишник, переписав уникальный айдишник в свой блокнот и номер страницы и номер блокнота переписав внутрь цифровой заметки. Когда об этой мысли сформулированной, которая у меня в цифровом хранилище, мне хочется рассказать большому миру, большому интернету, я точно так же сажусь, открываю большой канвас в своем обсидиане, начинаю раскидывать заметки по нему, пытаясь сформулировать какую-то одну идею, достойную того, чтобы мир увидел. И когда эта мысль и эта идея принимает форму эссе, то она публикуется в моем цифровом садике. Вот такой достаточно простой пайплайн. Но самое ценное – это то, что
я соединяю блокнот и цифровое хранилище при помощи элементарных айдишников и номеров страниц, создавая тем самым гибридную систему, которую легко воспроизвести и которая не вызывает стресса и растерянности. А где записывать, а что записывать, а как записывать? Эти две системы друг с другом соединены. Всем спасибо. До следующей недели.